Друзья, привет! У нас сегодня, я не буду называть тебя токсиком всей Руси, а то твой HR-бренд упадет ниже колен. Спасибо, дорогой. Вот, Саша Устинов, владелец, директор, арт-директор, идейный вдохновитель, создатель Beaver Brothers Global. Виверс Бразерс, Вот, да. значит, почему я вообще Сашу пригласил? Вот, а я не знаю, как будто Саша вот, на тему поговорить про токсичность руководителей вообще идеальный кандидат. Вот, потому что Саша управляет командами очень давно, сам управлялся какими-то руководителями такое достаточно долгое время, которых я, кстати, лично знаю. Вот, не самые приятные люди. Вот, явно извлек из этого уроки и сейчас применяет их в своей команде. А может и не применяет. Вот мы сейчас, короче, все это узнаем. Потому что Мгм. проблема мощная на самом деле. А проблему, знаешь, как я на сегодняшний выпуск сформулировал? Вот если я, короче, постоянно ловлю на такой дебильной мысли, что как только я начинаю от сотрудников что-то требовать, мне сразу становится неловко, я себя чувствую, короче, токсиком. И что думают, вот ты пидорас, а, конченый. Что-то тут от нас опять хочешь, короче. Вот, и мне так неприятно становится. Мы же все хорошими, приятными людьми хотим быть. Вот у тебя есть такое вообще? Ты как-то с этим борешься или не встречал, или у тебя атрофировано это чувство? Да. Я хочу сказать спасибо только сначала, что ты меня позвал. Вот. Ну, в общем, спасибо, что мы договорились наконец-то созвониться, потому что давно хотели, да, и все что-то нам не складывалось. Вот. И я еще хочу всех приветствую, кто здесь сейчас пришел, там что-то 5 человек, что ли, уже, да? Вот, или 55. Вот. Хороший вопрос. Я только хочу один рамку задать. Ты, конечно, еще тот маркетолог, потому что ты сразу кликбейтный заголовок сделал «Токсичность руководителя», да? Чтобы все максимально там такие: о, наконец-то сейчас расскажут всю правду. Вот, да. Но на самом деле, мне кажется, токсичность руководителя – это ракурс такой не, не то, что несерьезный, но как будто бы немножко невзрослый. Вот. И я, наверное, да, сегодня в том числе мы про это поговорим. Я бы больше хотел сказать там, да, про стадии взросления руководителя и про то, как с разными людьми общаться, потому что это, вот, мне кажется, очень важно, потому что руководитель, он же многоликий такой, знаешь, Угу, многоликий человек на самом деле. И чем он более опытный, тем он более многоликий, в хорошем смысле этого слова. угу, Вот. Это, мне кажется, большая, есть такая история. Вот. А говорит, если вот про то, что ты спросил, про токсичность, то мне кажется, что действительно, во-первых, такие люди есть, без них никуда не деться. Во-вторых, мне кажется, есть несколько ловушек токсичности, и сегодня тоже можно про это поговорить. Вот. Люди, вот, то есть сами себя руководители в них загоняют. Вот. угу, А, вот про это вот давай поговорим. Конечно, да, конечно, я честно тебе скажу, я 100% вспоминаю себя там 10 лет назад, не дай бог никому. Вот, был там супер токсичный, мне кажется, чувак вообще. То есть, ну, как и хотя вот тоже я. разных людей разных спрашиваешь, кто-то говорит, нет, ты был классный. Вот, сейчас размяк, а кто-то говорит, нет, там, типа, ты был вообще злодей. И поэтому по-разному, по-разному. Вот, давай, да, давай вот разжуем сегодня эту историю. Мне кажется, Угу, очень важная история, потому что ты совершенно правильно сказал, многие руководители сами себя начинают бичевать, самобичевать, это угу, эффект самозванца, во-первых. Во-вторых, люди начинают сами себе все время себя переспрашивать, а не токсичны ли я вот прям в этот момент. угу, Вот. А на самом деле надо вообще про другое думать, мне кажется. Вот. Потому что угу, роль руководителя, она ровно про то, что ты не про то, чтобы всем нравиться. угу, Она вообще про другое полностью. угу. Слушай, знаешь, у меня есть такой приемчик, которому я вот сейчас научился какое-то время назад. Вот ты правильно говоришь, что роль руководителя это вообще не про тактичность, не про токсичность, это вообще другие просто мерки, как этим все Мгм. оценивается. Вообще рабочие отношения это прям совсем про другое. Вот, и я, короче, начал себе подстилать соломку. Вот каким образом.
Допустим, я понимаю, что я вступаю в новые отношения с каким-то новым сотрудником, там, да, неважно на какой должности. Вот, я себе подстилаю соломку изначально. Я знаю все свои минусы в работе, четко их понимаю. Я уже как будто бы вот все определился. Вот я херовый вот в этих моментах. Поэтому Мгм. я открыто изначально, когда мы договариваемся на сотрудничество с кем-то, я говорю, слушай, я забываю, я могу через неделю перейти и переспросить 10-й раз то, что мы уже там выяснили, например, уже там 10 раз обсудили. Там я могу там вот так вот сделать, вот так вот сделать, вот так вот сделать. Вот, то есть вот там 5-7 моих самых плохих качеств. Твоих А, грехов Да, руководителя. моих грехов, да. Я их 7 знаю, грехов я о них в руководителя. курсе, да, вот. И типа, братан, если окей, погнали, короче. Вот. Но Да. как бы я их объясняю. Не просто вот я такой, и идите нахер, миритесь тут с этим, Мгм. да. Мгм. А в том плане, что я забываю не потому, что я хочу забыть, я там не потому, что я какой-то дебил, а потому, что у меня вот куча фокусов за день, и я не могу там успеть все. Я стараюсь там календарики вести, там записывать задачки, но бывает, что забываю. Ну, короче, я объясняю вот эти все свои грехи, и как будто бы мне морально стало самому легче с этим жить. То Мгм. есть, да, Мгм. если я где-то обосрался, но я об этом предупреждал, что я могу обосраться, я уже сам себя за это не корю. Ну, я же предупреждал, блин, вот оно случилось, дружище. И с другой стороны тоже вроде как сотрудник тоже понимаю. Но он предупреждал, мы об этом разговаривали, все нормально. Вот, у тебя есть какие-то вот такие приемчики, чем ты вот нивелируешь какие-то неприятные аспекты работы? Слушай, я как-то вот, знаешь, по-другому на это смотрю. Я никогда вот в таком формате вот типа нивелировать неприятный аспект работы, наверное, не думал. Вот. А, И мне кажется, что вот есть вот эта, знаешь, теория, забыл, как она называется, то, что с разными людьми ты должен общаться по-разному. Есть Угу, джун, есть там, даже там джун, есть там middle, есть там сеньор, есть там еще какой-нибудь топчик. Вот, угу, абсолютно по-разному. То есть, условно, то, что прокатывает с джуном, или то, есть, как ты себя должен перед джуном позиционировать, это одна история. А с сеньором там, или там, с C-левелом это все другая история. То, о чем ты говоришь, это скорее работает там, наверное, с кем-нибудь там C-левелом или еще с кем-нибудь. Вот, потому угу, что джуном, это, ну, мне кажется, это история плохая, потому что а, ну, как бы ты сразу задаешь такую тональность, как будто бы, что, ну да, у нас вот там как-то все немножко хер пойми как. угу, Вот, типа, в принципе, значит, и ты можешь таким же быть. угу, Вот, мне кажется, это ну, там, не совсем классно. Вот. Но весь, ну, как бы подстилать соломку, ты знаешь, наверное, я не знаю, наверное, нет все-таки вот в таких моментах. Я стараюсь говорить о каких-то системных вещах, которые есть в компании, о своих ожиданиях от работы человека, от того, что я ему могу дать, угу, как и лично, как я, от того, что ему может дать компания, какой у него может быть траектория развития, вот, зачем ему у нас там работать в целом, да, вот, и это важнее, чем там, мне кажется, чем, ну, с моей точки зрения, чем вот какие-то такие микромоменты обсуждать, что микромоментов бывает вообще угу, несчислимое количество, и на старте ты даже не знаешь, что человек, ну, как бы, где у человека будет просадка, где у него не будет просадка, вот, поэтому как-то вот так вот. А там уже в процессе надо смотреть. Первый месяц я всегда там смотрю на человека, мы как-то примерно понимаю, составляю реальный портрет его психологически там и с точки зрения софт-скиллов, с точки зрения хард-скиллов, и уже из этого начинаю понимать, как с ним строить там финально работу и где, может быть, его сильные стороны использовать, а где не использовать. Вот я как-то так вот стараюсь. То есть у меня есть там одна из сильных сторон, это вот это оркестрирование, да, то есть история, как я всегда угу, думаю о команде, как о наборе людей с разными скиллами, и как вот их так вот на каждом проекте или угу, в целом в компании скомбинировать, чтобы они друг друга усиливали. Вот. Поэтому нет, я стараюсь все-таки, ну смотри, вот давай я так вот отвечу коротко. А, Я как бы по-разному, у меня были разные этапы развития. Я там сначала там думал, вот там дружба, комфортная атмосфера, потом там думал о том, что надо вот сделать, там быть более жестким, потом думал о том, что надо еще что-то там, какой-то трек. А потом я понял, что единственное, что работает, это когда
твои ценности и твои цели как компании совпадают с целями человека. Вот конкретно, Мгм. причем в конкретный момент. Мгм. Запросто у человека может быть ситуация, что он там через 2 недели у него что-то там Мгм. поменяется, о чем ты даже знать не будешь. Мгм. И все, он начнет расходиться, да, там, Мгм. условно говоря. И это нормально. Поэтому я стараюсь артикулировать важные вещи какие-то, и там, если человек их принимает и может, и видит в них зоны развития, тогда все хорошо, все остальное там детали. А если как бы этого нет, ну, значит, и то, ничего не поможет. Он все равно типа там свалит, или хорошо Мгм. уйдет, или плохо уйдет. Это уже зависит от личных качеств человека там, и так далее. Слушай, а вот есть же личные ценности, есть ценности компании. Ты их вместе вообще соединяешь или нет? Или ты разделяешь личное и корпоративное? Мгм. Недавно вот читал книжку «Экономика всего», по-моему, как он там забыл, Лузян, не Лузян, какой-то известный экономист российский. Вот, и он там сказал такую вещь, что говорит, в основе всего лежат интересы людей. Мгм. То есть даже внутри компании, вот типа, есть такая вещь, как цели компании. Вот если покопаться там в них глубоко, ты дойдешь до того, что там будет какой-то цели какого-то человека или группы Мгм. людей. Вот и мне кажется, что особенно в нашем с тобой бизнесе, в креативной индустрии, в творческой сфере, да, ну, нельзя это вот вообще отделить. Нельзя этого отделить. Вот. И, ну, а вообще у кого это можно, в принципе, отделить? Ну, непонятно у кого. То есть, может, у каких-то супер-мега гигантов, которые управляются советами директоров, и где нет какого-то личного. Да и то таких вот нет. Все эти компании, они полузагибаются. Там, возьми Microsoft. Был Гейтс, потом пришел Ага. Сатья, у него были другие ценности, другие цели, и он все Да, переделал вообще. да. Поэтому не, ничего это не отделяется. Вопрос в другом. Какие свои ценности тебе надо тащить в компанию, Ага. а какие ценности надо оставлять как бы где-то за пределами? Вот. Вот это крутая штука. И я тоже с этим как раз столкнулся. Вот потому что сейчас как будто бы та компания, которую я создал, это вот воплощение моих самых главных каких-то ценностей и черт. И с чем я столкнулся? Чем дальше мы развивались, чем дальше мы шли, я понимал, что что-то из нее уже надо вытаскивать. Вот Мгм. там раньше было, там, грубо говоря, 10, да, сейчас на данный момент я могу четко сформулировать 4. Вот, я чувствую, что чем дальше мы будем идти, там вообще останется там одна-две максимум такие базовые ценности. Вот. Какие это интересные ценности? Ну, слушай, Ну-ка, озвучь там свои две ценности ключевые. слава, Зарабатывание слава бабла и и... деньги. Да, да, зарабатывание бабла и рентабельность не меньше, чем там... Слушай, ну для меня большая ценность это быть не как все. Вот. Мгм. Вот это вообще Мгм. базовая штука, на которой вообще все стоит. Вот это моя, и я ее вот в компанию пронес. Отсюда там название, отсюда tone of Банки, voice, да? как мы Мгм. общаемся, Мгм. да, со всеми. Отсюда проекты, как бы, ну, короче, все вот отсюда идет. Вот Да. базовая, вот прям фундамент одна. Вот. Мгм. Остальные это уже как бы надстройка. Но я периодически, слушай, вытаскиваю всякие штуки. Вот, например, там вот с такими штуками я, например, на встречи там с клиентами уже не хожу. Вот. Мгм. Хотя Мгм. год, там, два назад вообще без проблем. Для Спокойно мог бы меня пойти. Мгм. вообще не составляло никакого труда просто взять и прийти, вот, и сидеть там еще вот так вот, короче, что-то рассказывать. Вот, сейчас нет, сейчас все по-другому. Мы уже, Повзрослел, повзрослел. да, не настолько панки. И компания Дядя. повзрослела, и я Ага. повзрослел, да, уже дядей стал, уже тут морщины, все видно. Вот, как будто бы уже кринж вот так себя вести. Ну, ты уже неплохо еще выглядишь, я тебе хочу сказать. Спасибо. Откуда ты думаешь, что это не фильтры? Ладно, это не Ну да, фильтры. Вот. да. И, Ага. а у тебя какой вот путь эволюции? Ты компанию строил, ну ты себя продолжал, вынимал это или наоборот добавлял там по ходу дела? Вот что у тебя происходило? Да, давай переформулируем вопрос. Ага, Давай, может быть, знаешь, как, чтобы от темы от нашей далеко не отходить, ага, поговорим о том, как развитие тебя как фаундера меняет компанию и ага, какая атмосфера на каждом этапе развития есть или должна быть, да? С точки давай. зрения, опять же, токсичности, Мгм, там, ну, условно, раз мы этот термин ввели, предложим этот мгм, термин, вот, то у меня, я тебе хочу сказать, я это отчетливо понимаю, что несколько было этапов.
развития самостоятельной компании. То есть вот, окей, я там был кофаундером много лет, но это был кофаундером. И как Мгм. бы там есть большая разница, когда ты как бы кофаундер там, да, и когда ты Мгм. вот прям фаундер, который вот с нуля вот что-то сделал, совсем чего до Мгм. тебя не было, на мой взгляд. Вот. А, вот все ошибки, все эти косяки там я проходил. То есть вначале там я говорил, я там думал, что мы сейчас будем делать что-то очень классное, вот там прям будем не похожими на других. Мгм. То есть я себя строил от противного там, да, в том Мгм. числе. При этом как бы а, управление командой через дружбу, через там какие-то такие позитивные отношения, потом это первый там какой-то этап, да, вот. Но, возможно, он и неизбежный. То есть многие говорят, что это плохо, но вообще для фаундера, у которого нет опыта, мне кажется, это единственный возможный вообще путь. Да, это И это надо факт. четко понимать. То есть, Да. если ты, например, если я сейчас буду строить еще раз, еще одну компанию, да, вот я сейчас Мгм. развиваю продукт, там, ну, вот этот дизайн конференции, да, там, Мгм. я там все уже по-другому все делаю. Мгм. Вот. А вначале ты не можешь по-другому, потому что, скорее всего, полноценно. А потом следующий какой-то этап. Это уже ты начинаешь немножко там давить на кого-то, на людей, например, Мгм. да, потому что ты понимаешь, что у них совсем, точнее, ты еще не понимаешь, но ты начинаешь догадываться, что мотивация людей других, которые не имеют доли, она В как-то иной отличается плоскости от лежит, тебя. да. И ты Да. начинаешь пытаться, типа, такой все равно как-то Мгм. поддавливать их, подтаскивать к тому, чтобы они как раз твои ценности-то разделяли, понимаешь? Вот так Мгм. напрямую. А следующий там этап зависит, там, например, ну, от оборота или еще чего-то. И там ты начинаешь какие-то процессы выстраивать, подтягивать каких-то людей, которые не похожи на тебя даже в том Мгм. числе, но зато у них какие-то есть сильные стороны. И там ты понимаешь, что да, одна-две ценности важны, например, там, я не знаю, создавать в нашем случае, да, создавать там, менять мир через дизайн, да, там, менять, Мгм. делать дизайн какого-то очень крутого уровня. В первую очередь, вот это интересно. То есть я понимаю, что вот кто у нас остается, это люди, которым нравится что-то творить, что-то создавать, Мгм. то есть из ничего делать что-то. Вот кого это Мгм. вдохновляет, тот с нами. Кого это не вдохновляет, они постепенно все равно Мгм. там отваливаются, либо там им скучно становится и так далее. Вот. Но при этом ты перестаешь на каком-то этапе уже и тешить себя иллюзиями, что у наемных людей есть та же мотивация, что и у тебя, и что они также Мгм. смотрят на бизнес, как и ты. Вот это вот, чем раньше ты это понимаешь, тем лучше, Мгм. тем меньше токсичности, Мгм. понимаешь? Вот в этом, мне кажется, важная вещь. То есть надо четко разделять роли. Ты Мгм. руководитель, ты фаундер, ты владелец, и ты наемный сотрудник. И не надо там обижаться на что-то или еще что-то делать. Надо исходить из позиции, что у людей другая совершенно Да. мотивация, другое отношение, другой взгляд. И тебе надо строить как раз систему, чтобы им было, ну, чтобы они могли вот, ну, развиваться и приносить там какую-то пользу для компании. Слушай, мне кажется, вообще любой токсик в отношениях, он вообще начинается с того, что когда ты с кем-то общаешься не на его уровне ценностей. Это вот самое, знаешь, вот типа самый яркий пример, это нам надо там сделать план там типа 3 миллиона за этот месяц. Кто не Мгм. сделает, тому пиздец. Вот, это Да, же частая ситуация, много так да. кто делает. Вот. У нас с тобой в рынке как будто бы не так уж часто, но есть куча там традиционных компаний, где там именно Я вот так думаю, что у ставится больших вопрос. Да, компаний с большими, с большим флотом так и ставится да, вопрос каждый да, месяц. да, да. Вот. Как бы, и вот тут уже начинаются какие-то токсичные отношения, потому что, ну, по сути, сотруднику нахрен эти 3 там, миллиона, ну, давай, 3 миллиарда назовем, да, в Мгм. сторону больших компаний ушли. Мгм. Ему нафиг это не надо. Ему что надо? Ему надо, чтобы премия не слетела, да? Ему надо, чтобы в отпуск он сходил, чтобы отгул раз в месяц мог взять, и чтобы не сидеть, не херачить там до конца, там, до ночи, короче, на работе. Вот ему вот Мгм. так вот надо. Ему 30 миллиардов, эти нахрен не усрались вообще. Они не его. Вот, даже если он там с них там получает там какие-то там у него KPI привязаны, ну ему вообще срать. Он четко, каждый четко понимает, что он не в одной лодке с руководством и что он, по сути, зарабатывает там на их благополучие. А вот эти вот все ценности компании, вот эта вот вся история, когда типа там мы должны быть Какой там у нас первые. депрессивный разговор сейчас тут Да будет. не, ну слушай, Но да я с по тобой тут не фактам же. совсем согласен, не согласен с этим. Ну давай я сейчас закончу, и ты это, мы с тобой это подискутируем на эту тему.
Вот, короче, я в какой-то момент вот понял к тому, что вот на твое благополучие, на какие-то там супер высокие достижения, да всем по большому счету насрать. Вот честно, вот я даже по своей команде сижу, смотрю, у Они тут людей слушают тебя сейчас? сейчас нет, но они наверняка посмотрят. Я просто в пример как бы уходить не буду, но я четко вижу, у кого какие цели в компании. У одного там человека это так, больше материальная такая история, Мгм. что окей вообще для меня абсолютно. У другого человека это больше творческая история. Ему там очень нравится классные какие-то проекты делать, там большие бренды, что-то необычное. Ну, короче, проявлять себя надо человеку, это очень важно. Вот. У третьего человека это развитие. Человек просто голодный до развития. Он хочет все. Вот, все сразу в команде. Он четко понимает, что на фрилансе там он умрет или застоится, там заболотится, затухнет. А здесь у него команда, которая ему дает возможность расти. Вот, ну то есть это я вот по трем пробежался так быстренько, не буду называть там примеры, ребята сами себя знают. Вот. И вот в тот момент, когда ты с ними разговариваешь именно с учетом этих ценностей, понимания этих ценностей, тогда именно все окей. Вот если я с ними со всеми начну разговаривать с точки зрения денег, ну там двое скажут, ну блин, опять он там за свое, да. Если со всеми с точки зрения творчества, одному будет кайф, второй скажет, двое других скажут, ну типа, блин, что ты нам тут эту херню, у нас вообще Да, да, другие да, да, да. цели. Вот. И вот мы тут плавно, тихонечко приезжаем как бы к выводу, который сказал, к персонализации. К четкой Мгм. прям персонализации в общении именно с каждым сотрудником. Вот. Эти разрывы очень тесные, когда там между вами всего один уровень или максимум два, когда между вами больше уровней, ты уже, понятное дело, с ними не общаешься, это уже решают другие люди. Вот. Э, Забыл, какой у нас был изначально там начало дискуссии. Ты хотел со мной поспорить. Ну Вот. да, ты говорил там про то, что люди четко понимают, что они не в одной лодке, ведь Да. там и так далее, ты сказал. Вот, мне кажется, что здесь как раз задача руководителя – это выращивать команду, какое-то ядро команды, которое Мгм. все-таки будет понимать, что она в одной лодке. Понимаешь? Мгм. Потому что без этого точно бизнес не будет развиваться. То есть он не сможет Мгм. расти, не сможет становиться там лучше с точки зрения либо качества, Мгм. либо объема и так далее. Вот. И вот это, мне кажется, самое главное, вот эта история, чтобы все-таки были люди, которые осознанно понимали, что сейчас им здесь находиться классно, и они вместе Мгм. работают, вместе растут, и все-таки они в одной лодке, да, там с разной ответственностью, но Мгм. все-таки в одной лодке, понимаешь? Мгм. Вот, потому что если все будут вот так, то это как бы будет совсем плохо. Мгм. Вот. Особенно в маленьких командах, потому что все-таки, давай, смотри, есть корпорации, там Мгм. понятная мотивация, есть там э, стабильность, Мгм. пакет, социальный пакет, карьерная лестница, там, пятое, десятое. Вот, здесь в маленьких командах, творческих командах, ты не можешь все равно выстраивать свою работу только из позиции, вот прям, знаешь, строго какой-то вот там Иерархия. Да, да, иерархии или там четких таких супер да. регламентированных рабочих обязанностей и так далее. Да. Нужно понимать, да, нужно все равно людей как-то вдохновлять, и люди Мгм. должны что-то для себя находить, да, там что-то Мгм. для себя находить. Вот, и почему это вот первый поинт, а второй поинт, ты сказал, что с этим надо говорить про творчество, с этим про деньги, с этим еще про что-то. Да, это важные вещи, которые человека мотивируют, но глобально все равно люди, даже те, которые про деньги, должны разделять, что мы тут про деньги, но нам Мгм. нравится то, что мы продаем. Ну, чувствовать себя частью общества какого-то вот Частью небольшого. того, ради чего это все делается. То есть, условно, Ага. продавец или там сейлс или аккаунт, они должны все равно кайфовать от того, что они не гвозди продают, а продают Да. дизайн. Понимаешь? Да. Вот, то есть это все равно вещь как бы должна над всеми стоять, иначе получается, что все очень разрозненные Мгм. и не как бы не балдеют от результата. Потому что там, Мгм. да, деньги-то на самом деле не могут привести. Вот в нашем с тобой случае мы не брокерством занимаемся, когда человек может там сотни миллионов заработать. Там, конечно, Мгм. деньги чистый кайф. Власть, деньги, как бы возможность Мгм. там невероятно подняться. А к нам такие люди не идут, потому что у нас бизнес-модель другая. Да, Мгм. поэтому у нас есть какие-то другие вещи, там, которые важны для людей. Вот у меня, например, людям нравится, да, там, моим ребятам, ну, там, девчонкам нравится то, что они действительно
учат, могут делать какие-то крутейшие штуки, да, которыми можно Мгм. гордиться, которыми индустрия будет гордиться, которыми они могут гордиться, там, и пятое, десятое, да, или они работают с какими-то брендами, там, классными, ну, реально Мгм. крутыми брендами. Вот. А это при этом, при всем дальше, да, уже там кто-то деньги, кто-то там что-то еще, там, Мгм. и так далее, пятое, десятое. Вот. Но в целом как-то так. Но мы как-то, мне кажется, мы ушли в сторону от токсичности. Да. Я хочу больше токсичности сейчас в разговоре Сейчас будет с тобой. токсичность. У меня, знаешь, какой Да, вопрос возник? Мы же все люди, мы не идеальны, и нам невозможно просто никому стать идеальным руководителем. Это да, утопия абсолютно. конечно. Вот наверняка у тебя есть какое-то там привычка, я не знаю, качество или еще что-нибудь, что ты никак не можешь искоренить, но оно есть. Давай А, камин-аут. У меня давай, есть давай. такое. Ну, 100%, 100%. У меня очень предпринимательский тип мышления. Ага, То есть вот если там, знаешь, эти архетипы раскладывать, там, менеджер, там, да, там, да. администратор, там, точнее, администратор, там, какой-нибудь еще. Вот я чисто предприниматель в классическом виде, то есть я вижу какой-то цель, я хочу результат, я к Мгм, этой цели бегу, я там могу гибко перестраиваться, перебываться на ходу, мгм, чтобы ее добиться. И мне типа там вообще насрать там на какие-то вещи, может быть, процессы, там еще что-то, да, потому что мне ага, важен результат. Вот. И это с одной стороны это классно, а с другой стороны понятно, что э, люди, у которых нет предпринимательского вот этого фокуса, они могут от этого жестко страдать. Потому что мгм, они-то как бы думают, что я их просто погоняю, да, типа там, мгм, давай, 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 давай. Они типа, они же все правильно делают по мгм, процессу или еще как-то правильно, а я там бегу, мгм, какие-то углы заставляю срезать мгм, или там еще что-то давлю. Это первое. А вторая вещь, я тебе скажу честно, у меня временами есть вот эта история, что я очень многозадачный чувак. мгм. Я реально могу одновременно заниматься там дохера количеством дел. И там еще делать это достаточно быстро. Плюс я же давно в индустрии. У меня вот это есть история, что я иногда забываю, что другие это люди не такие многозадачные и Ага, не такие прошаренные, понимаешь? ага, Вот. И такое, и начинаю типа что-то с них требовать. Они такие, как бы, то есть с одной стороны это типа подтягивает людей, а с другой стороны я вот все время про это вспоминаю, да, и там что-то с этим делаю, для того, чтобы этого говна не случалось. Вот. ага. Вот такие Прикольно. штуки. Слушай, а у меня больше из личности такие исходят такие проблемки, короче. У меня бывает такая штука, что я забываю, о чем мы с кем-то договорились. Вот Мгм. постоянно. Вот это из-за того, что многозадачность, но я просто не многозадачный, к сожалению. Вот. И из-за того, что мне приходится быть многозадачным, хотя я с этим стараюсь бороться, я постоянно забываю какие-то договоренности. Вот Маша, которая сегодня на эфире, она мне не даст соврать, что мне надо иногда по 150 раз напомнить что-нибудь. Или я могу прийти там 300 Маша раз с одним и тем же святой вопросом. человек. Да. Вот. И я знаю, что это дико бесит людей. Особенно бесит тех, кто, ну, ответственный, кто любит там порядок, У четко кого все по хорошо все с полочкам. администрацией, все с Да-да-да. администрированием, да. Да-да-да-да-да. Вот. А я не системный чувак. Вот. И я пытаюсь вот сам там инструментики всякие применять, чтобы себя систематизировать, но до конца не получается. Вот. Я точно, совершенно точно знаю, что людей это бесит. Мы можем на совещании там по понедельникам у нас большой созвон со всей командой. Мы можем это обсудить, договориться, а через неделю я спрошу то же самое. На меня все такие смотрят в зуме, типа, блядь, Андрей, а я реально забыл. Я в Вот. себе вот это, у меня похожая была история, но я в себе это развил качество там типа структурирования, Ага, всякие там файлы, всякие эти документы, вот это все, ага. записи. Не, у меня не получается. У меня вот пока только календарик, и то я его делегировал. Ну вот, то есть мне менеджеры Ну, ты, там все конечно, ставят туда злодей. задачи, да-да-да. Вот, я утром просыпаюсь изучением того, чем я буду заниматься как бы следующий день. Потому что сам я себя систематизировать вообще никак не могу. Вот дома меня жена систематизирует. То есть она мне говорит там, что делать там и все такое, когда, во сколько, какие планы там. Вот, мне, кстати, очень удобно, я вообще Ну, то есть, обожаю. окей, как это, Андрей, отпускаю тебе грех твой. Да, Покаялся, да. покаялся. Ты Да, покаялся, ты прощен. Слушай, да. это частая история на самом деле, потому что для этого там вот есть же, там, знаешь, куча у людей, там есть личные помощники, есть там секретари, Да. есть там заместители, еще какая-то херня.
Но зато там, Да. типа, вот таких у людей, там, которые очень системные, у них может не быть вот этого как раз фокуса на чем-то, ну, такой, знаешь, гибкой цепкости, переобувания Ага. там, далее. Да, это Да, правда. слушай, ну вот про токсичность, возвращаясь к грехам руководителя в общении с командой. Слушай, ну на самом деле, мне кажется, вот то, что я про себя вспоминаю, самая главная вот эта история, это про то, что э, про манипуляцию. Мне кажется, Мгм. это самая такая фиговая фигня, которая может Мгм. быть. То есть, потому что сейчас я там, ты понимаешь, да, и все понимают, что вот эта история про дружбу, которую, это Мгм. манипулятивная история все Да. равно. Ты как Мгм. бы, то есть ты же, ну как, смотри, давай так, ты же требуешь, фактически ты пытаешься пересесть на ну там, на историю, что сделай мне, потому что тебе должно быть от этого, ну, чтобы меня не обидеть, не расстроить, чтобы тебе было Мгм. мне там приятно, еще какие-то такие вещи. Мгм. И это очень исчерпывающая история, она потихоньку из человека вычерпывает силу, вычерпывает, потому что он там в Мгм. глубине души понимает, что типа это обман, а потом типа у него большое разочарование. И вот мне мой совет всем руководителям как можно раньше завязывать с этой там дружеской историей и Мгм. честно называть вещи своими именами. Типа, Мгм. ребята, мы тут работаем, да, это моя компания, да, у вас есть зона ответственности, да, классная, да, вы можете Мгм. развиваться, да, вы можете стать крутыми профессионалами, но типа вот типа так. Мгм. И тогда как раз останутся люди, которые это четко понимают, видят, где они в этом могут развиться, но не будет вот этой вот какой-то херни. И вообще, вот, в принципе, историю дружбы надо вот разводить. То есть на работе не дружить, за работой можно дружить. Мгм. Вот, и в одно и то же время не обсуждать там рабочие дела и дружеские дела, потому что это очень сильно демотивировать может людей. У меня, кстати, есть вот пример, могу подтвердить. Первый, у меня был первый бизнес-агентство, я с другом его делал. Вот, и как будто бы этот опыт прямо он очень такой положительный в целом, несмотря на то, что мы уже не делаем вместе эту историю. Вот. При этом там были реально прикольные такие штуки, триггеры. Прямо Мгм. первый триггер– это не дружить при сотрудниках. Никогда. Вообще, ни в коем случае. Абсолютно. Вот. Табу запрещено, вообще жестоко карается. Вот. А вторая история– это дружить вообще за пределами офиса. И реально там Да, через вот какое-то это время, нормальная история. да, начал Это срабатывать нормально. триггер. Ты такой выходишь, и все, и ты вот все, ты теперь можешь дружить нормально все. Да, 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 да. Вот. И мы эту как бы дружбу, отношения пронесли давно. И вот встречаемся с Сашкой достаточно часто. Вот. И с удовольствием общаемся. Вот. Но иногда я все-таки, вот, я, конечно, не думаю, что я манипулирую и кому-то что-то прошу сделать там чисто по дружбе, там еще что-то такое. Мгм. Но я Да. сам по себе замечаю, что я слишком часто дружу. Вот. Это Дружу с плохо, плохо. сотрудниками. Вот это Плохих. плохая история. Но они приятные люди. И мне кайфово и от этого, и прикольно общаться. То есть я дружу не для того, чтобы там, ну, манипулировать или там выгоду какую-то извлечь. Я дружу, потому Надо, что прикольные чуваки. надо, Андрей, мне кажется, это просто понимать очень важную штуку, что с кем-то это канает, Угу, с кем-то это канает. То есть есть угу, люди взрослые уже. Мне кажется, вот тут вопрос взрослости. Есть угу, взрослые люди, которые сами прошли через такое говно уже. угу, И они знают, да, что дружба угу, это типа дружба, а работа это работа, да. То есть угу, на работе можно сраться как-то, ну, в рабочих моментах, а потом дружбой дружить. Но угу, мне кажется, здесь очень важно сохранять вот эту вот уважительную и угу, доброжелательную атмосферу. Многие угу, руководители путают доброжелательную атмосферу и дружбу. Понимаешь, вот это два разных очень понятия. угу, Потому что если ты сохраняешь, если ты руководитель, и ты сохраняешь доброжелательную атмосферу, это что это позволяет тебе? Это позволяет людям не бояться, это очень важно, да, не бояться совершать угу, ошибки. Это позволяет в целом ну, чувствовать какой-то там позитивный настрой на работе. Но при этом, угу, да, ну, и помогает потом как бы с человеком не портить личные отношения. Все-таки, ну, как бы портить личные отношения, это там такая себе история. Вот. угу, А вот дружба это уже другое. Это уже вот как раз там, знаешь, как в семье, типа там все там немножко там, типа что-то там, угу, тут ты мне срежь уголок, угу, тут там что-то еще. Вот. Если, в принципе, доброжелательная атмосфера на работе, то можно за работой дружить. А вот угу. если на работе все очень жестко, то тяжело как бы дружить. Тогда уже люди начинают Да, дружить против руководителя. да, 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 против Вот. кого-то, да, 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 обязательно, дружить да. против руководителя, типа, и его там как бы Да. ну там.
устроить какие-то козни. Вообще вот эта история, что руководитель должен, я где-то прочитал, что руководитель должен быть доброжелательным, но с топором за спиной. Ага. Все должны типа знать, что Ага. чувак сам по себе нормальный, Да, но роль у него жесткая. да. Слушай, То это есть правда. Это правда. требовать, нужно требовать. Ты же все равно, Да, понимаешь, ты же все равно роль руководителя в том, что ты требуешь. И да. часто очень интересы компании, они могут конкретно вот сейчас человеку не, там, не быть близки. Не знаю, там надо закрыть Мгм. четвертый квартал. Понимаешь? Мгм. И чё? Ну да, вот Мгм. такая вот история. И тут Мгм. вот вопрос в том, что если ты находишься в доброжелательной позиции, но достаточно строгой, ты как бы объясняешь свои вещи, и человек понимает, что ты это делаешь не чтобы манипулировать, не чтобы типа Мгм. злодействовать, не чтобы на нем нажиться, а вот в целом вот он понимает, что ты взрослый дядька, и у тебя есть четкие понятные аргументы. Мгм. Вот не надо из этой роли выходить, что ты взрослый дядька с аргументами и с Э, полномочиями, и с полномочиями. Да. У нас, кстати, есть с Пашей, это мой совладелец панков, Что вы мой еще товарищ. не разосрались еще? Нет, мы еще не засрались. Ты что, это сложно. Вот. С Пашей очень сложно сраться. Вот. Он сразу нахуй посылает и все. И как бы иди-то с своими претензиями. Мгм. Вот. Короче, у нас есть такой прикол, что Паша всегда говорит, ну, кому-то, ты молодец, но все говно. Да, Вот. А у да. меня наоборот, типа, все говно, но ты молодец. Вот. Ага. И мы как бы балансируем вот этой вот историей. Хочу попробовать перейти Абсолютно. в другую переговорку, где лучше. Давай, давай. Вот, слушай, классный вопрос. Андрей Ващенко спрашивает. А уже обсуждали Муж и кейс, жена? когда сотрудники муж и жена? Да, это, кстати, очень прикольная тема. Мне тут прям дофига есть что сказать. Слушай, Э, ну да, это нормально. У меня вот мы там с женой там как-то вместе что-то делаем в компании. В сети. Я не один. Мы тоже. Но мы Мы тоже. молодцы. Но мы молодцы, А потому вы на одном что, уровне находитесь? слушай, нет, это вот очень важная, мне кажется, история. То есть я в свое время четко договорился и сказал, что типа нет, мы типа не на одном уровне. Вот. То есть, а, как бы, блин, не Ну, буду сейчас. но тебе дали возможность это сделать. Вот, просто у многих же такой Мне дали возможности нет. возможность это сделать, а тут Мгм. вопрос просто, что для тебя ценнее, нормальные отношения с женой там или чтобы Да, у вас были нормальные отношения в бизнесе. Вот не надо как бы смешивать, да? То есть, да. Слушай, ну как будто бы выбор вообще очевидный, что с женой, да, дома. конечно, Вот. конечно, конечно. Я знаешь, что сделал для этого? Я с ней не взаимодействую по работе вообще. Ну, то есть, Так если вот. ей что-то от меня надо, она имеет Мгм. возможность прийти и попросить какой-то совет, там, если я компетентен и могу ответить. Вот. Но решать рабочие вопросики со мной вообще никак нельзя. Мгм. Абсолютно. Вот есть команда, Блин, есть Паша, там есть другие ребята, вот с ними, пожалуйста. Со мной нет. Особенно бабки, вообще ни при каких условиях. кто знает, это сложный очень вопрос, мне кажется, личный. Помнишь S7, там же муж и жена вот создали вот эту гениальную Да, авиакомпанию, да? И много да, таких примеров, когда люди вместе делают супер круто. А вот есть пример да. там с Валберис, когда там разосрались, и все вот это вот. Кто знает. Тут такой момент. Мне кажется, что я даже не могу какие-то советов дать. Это очень такое личное, Мгм. персонализированное. Ну, Я много знаю примеров, когда люди то есть, делают это, и это как бы хорошо работает. То есть в целом-то это классно, потому что ну, как бы близкий человек, которому ты реально можешь мгм, доверять, не знаю, там на финансах или еще на чем-то, мгм, ну, как бы это очень круто. мгм. Вот, А вот поэтому, Андрей Иващенко, наверное, спрашивает уже больше про, если твои сотрудники, муж и жена. У меня просто такой пример был. Вот, у нас действительно работали муж и жена. Вот, мгм. одна из них теперь работает у тебя. Вот, один из них, одна из них. Это Вот, если ты кто? Это понимаешь, кто? о ком идет речь. Да? Нет, не знаю, потом скажешь. Потом скажу тогда, да. Это Вот, нельзя публично говорить такое, конечно, нет, я конечно. согласен. Вот, значит, я чувствовал постоянно себя уязвимым. То есть чувствовал себя уязвимым в той ситуации, что, а если мне нужно будет от одного из них отказаться? А если я одному из них там что-то скажу, испорчу отношения? Я ведь тут порчу сразу два отношения.
Вот. Ну, Оптом идет эта история. Поэтому я как бы знал а эту что ты тему. боишься-то здесь? Что ты боишься? Чему надо этого бояться? Слушай, сейчас ничего. Но вот когда это было, я был не такой Мгм. опытный, не такой взрослый руководитель, как сейчас. Вот. Я просто не знал, что с этим делать. Вот. Ну, у меня была такая мысль, что типа либо потакать, чтобы не портить отношения с двумя ценными сотрудниками, да, либо наоборот, типа делать то, что нужно делать, если я потеряю обоих, значит так тому и быть. Да. Вот. Как будто бы вот я сейчас понимаю, что интересы как бы мои, и компании, и всех остальных в ней, они как бы действительно важнее, намного важнее Да, да. всех остальных. Чем дольше ты занимаешься бизнесом, тем дольше ты понимаешь, что не надо вообще ничего откладывать. Да. Все откладывания, все попытки себе что-то объяснить, вот если у тебя есть Мгм. понимание, что что-то идет не так, надо либо это исправлять, либо если это не Мгм. исправляется, надо это разрешать. То есть все эти Мгм. откладывания, вот сколько, понимаешь, сколько у меня раз сердечко не ёкало, ну, вот, типа, я себя в чем-то убеждал, вот каждый раз хуже только было. Вот Мгм. Типа, это ну, вот ну еще попробуем месяцок, да, вот это это вот вот только, все. это только все ухудшает. Ну, Мгм. вот Мгм. если ты, знаешь, есть такая же история, типа, думай медленно, решай быстро, да? Да. Надо долго нанимать, быстро увольнять. Мгм. Но это объективно такая история. То есть, если Мгм. ты с человеком, условно понимаешь, что он по какой-то причине не тянет свою роль, но только надо думать, понимаешь, вот смотри, чем отличается опять опытный руководитель от неопытного. Неопытный руководитель слишком много думает как бы о проблемах, думает в контексте людей. Вот там Мгм. конкретно, там, не знаю, там какая-нибудь там Зоя, вот Зоя херовая, как человек, Мгм. она делает дерьмо. Мгм. А по сути, это очень плохая история, потому что ты начинаешь как бы на это лично агриться, Мгм. и из тебя это прет, это люди чувствуют, они понимают, Мгм. что есть какой-то конфликт, что есть какая-то Мгм. история, и это очень разрушает. Мгм. А надо думать про то, что вот менеджер Зоя в нашей системе не может добиться хорошего результата. Или у Мгм. менеджера Зои не хватает скиллов, или у Мгм. менеджера Зои мотивация поменялась. И Мгм. надо и себя заставлять так думать. Мгм. Потому что то, что ты вот у тебя в голове, на самом деле, оно то у Мгм. тебя тебя же все равно считывают твои подчиненные. Мгм. Понимаешь? Это как с футболистами. Да, Типа вот он в одной команде, там Бруно Фернандеш там был средненьким и никуда там не скакал выше, то есть, ну, да, да, играл и да. играл себе. Засунули в Манчестер Юнайтед, как поперло там вообще, Да, да, просто да. офигеть. Это не значит, что он был херовым игроком, это значит, что он просто в той конкретной системе не Мгм. мог себя проявить, там по-другому его оценивали, там давали мало времени, он другую роль Да, вообще да, да. выполнял. А по поводу мужа и жены, ты знаешь, ведь это то же самое, что с кофаундерами на самом деле. Одна Мгм. история. Лучше всего кофаундеры не срутся, когда они четко поделили зону ответственности, да? То есть, Мгм. когда один занимается одним, второй занимается этим. И они друг Мгм. другу доверяют. Да, какие-то грешки есть, но в целом как бы это работает. То же самое с мужем и женой. То есть так Мгм. договориться, чтобы либо это разные отделы, да, либо разные, Мгм. ну, в бизнесе разные истории. Мгм. И, ну, вот, Слушай, для меня это вообще люди-герои. Я вот недавно как раз общался с ребятами, у них брендинговое агентство, вот, ага, и управляют им муж и жена. И у них я вижу, я их видел одновременно, достаточно большое количество времени, то есть я мог считать их отношения, и они великолепны. И причем они им управляют уже там, ну, по-моему, уже второй десяток лет пошел. из Вот. Екатеринбурга агентство, да? Нет, не из Екатеринбурга. В Вот. Петербурге тоже такие есть. Да, серьезно? Я не знаю, кстати, об этом. Ну, вот, видимо, я не настолько погружен там во внутренние дела. Вот. И, короче, ребята это делают круто. Я сижу, вот мы сидим там, ужинаем, кушаем. Я смотрю, блин, люди до хера женаты, до хера делают бизнес. Я такой, блин, герои вообще, как так? Это ж так круто. Это значит, что люди просто умеют друг с другом разговаривать. И самая, скорее всего, яркая там, этому причина, вот там была одна ситуация, типа, короче, один кое-что сделал, а второй ему сразу сказал, что ему это не нравится. Вот. И вот это очень важная, прикольная штука, когда они быстренько, короче, такие хуп, и разрулили проблему. Ее как будто бы Мгм. и не было. Там через 15 секунд вообще все они и забыли. Да.
Это есть такая вещь, как вот знаешь, вот почему слово токсичность, мне кажется, это показатель незрелости человека, когда он вот все Мгм. время через токсичность вот, ну, пытается это артикулировать. Да. Вот, потому что есть, ну, вот есть такая история про рабочие конфликты. В здоровой компании есть рабочие конфликты, а в нездоровой компании их нет. Все Мгм. доброжелательные, Мгм. и все это заметается куда-то, а потом Мгм. возникает куча бубух. Вот. Мгм. А как раз вот взрослый нормальный руководитель, он не то, что поощряет рабочие конфликты, но он как бы считает, что это нормально. Да, Мгм. если люди с чем-то не согласны, они обсуждают, они как бы там заявляют разные точки зрения, срутся, может, где-то и так далее. Тут уже Мгм. зависит от культуры, там у американцев одно, у русских другое, там. Вот. Но в целом все это поднимается, никуда-то не прячется, да. Вот то, о чем ты говоришь, Мгм. сразу сказать, типа, это вот ну, не то, да, Мгм. потому-то обсудили, договорились. Вот. Но опять же, если культура доброжелательности есть, то все это тогда люди не боятся, что мы сейчас тут поругаемся и, типа, знаешь, максимально разостремся, и руководитель такой придет и тоже будет нас растаскивать с точки зрения, типа, кто плохой, кто хороший. Ну, вот это вот Мгм. вся история. И Мгм. тогда все разваливается вообще и Мгм. никуда не идет. Слушай, классный, знаешь, кейс сейчас вспомнил. Я работал в IT-компании, которая на тот момент прям росла Мгм. ударными Мгм. темпами. Там очень много Мгм. новых людей появлялось. Вот. И, значит, я, короче, был проектировщиком интерфейсов и сидел в кабинете у Ничего маркетологов. себе, какие откровения Вот. пошли. Вот, я, короче, с маркетосами сидел, там было две Ага. девчонки, Тогда и руководитель. подсел на маркетинг, да? Тогда и подсел, кстати, да, на маркетинг. Понял, что это Вот. крутая тема. Руководитель у них был Толя, такой, ну, взрослый уже маркетолог такой, это, вот. И, короче, там Маркетолог-самец. у Толи, короче, был такой прикол. Ага. Как во всем маркетинге, как бы всегда что-то шло не так. Вот, Ну, эта это база, да? профессия Ага. обречена как бы на что-то не так. Вот. И у него был такой прикол вообще. Он всегда подходил такой, девки там как бы немножечко такие с опаской, такие, блин, сейчас будут ругать. А он им Мгм. говорил, типа, да мне похуй вообще, кто виноват из вас, мне вообще насрать. Да, Типа, да. нет результата, типа, Пошли в все, жопу. да, давайте, что мы сделаем для того, чтобы он был. Вот. И они как бы раз, потом второй раз, потом третий раз. И они потом так расслабились. И такие, нифига себе. Типа, нас никто не гнобит, нас никто не чморит, не называет там дурами некомпетентными и все такое. Нифига себе нас за людей считают. Вот. И они прямо такие хоп-хоп-хоп и делали. И там круто работал маркетинг. Вообще круто, потому что компания сейчас доросла там до 300 человек. Когда я работал, было Мгм. 30. Вот. И вот это для меня был первый такой опыт, когда я сидел как наблюдатель и смотрел, как, оказывается, можно там работу внутри какого-то небольшого коллектива выстраивать. Слушай, это крутая история. Мне кажется, она не везде, не всегда и работает, не со всеми. Мгм. И в разных бизнес-моделях это где-то работает, где-то не работает. В Мгм. целом, мотивация на результат– это классно. М, Но смотри, вот, во-первых, не все сотрудники могут реально почувствовать свой результат от своей Мгм. работы. То Да. есть у кучи людей этот результат вообще зависит от чего-то другого, да, Но они понимаешь? процессуальщики, например. Ну, Да, как они бы, что ты там. процессуальщики, не знаю, что-то еще там, короче. А ты им такой ходишь и про результат толдычишь. Ты их Мгм. просто этим переживешь, и все. Да, то Мгм. есть с маркетологами, которые особенно, это, ну, там, например, ребята, которые занимаются там перформансом каким-то, еще чем, там это, конечно, сам Бог велел. Но там и людей на таких Мгм. нанимать на работу, других там не должно быть. Вот. А условно, если это какой-нибудь этот, я не знаю, там, ну, неважно кто там, много кто, и уже так это уже не работает. Поэтому, что-то знаю, с одной стороны, да, результат, с другой стороны, просто, мне кажется, самое главное в этой истории, что руководитель просто, а, первое, что он говорил во время какой-то косяка, он говорил, давайте разберемся, давайте Мгм. разбираться. Вот это первое слово, которое должен Мгм. говорить. Да, то есть не то, что он там начинает орать, что-то жужжать, там что-то сразу какие-то крики делать, Мгм. а типа, если есть время, если нет времени, то типа что-то принял ответственность там, да, или на кому-то поручил ответственность, конкретные вещи сделать. А так, типа, давайте разбираться, давайте смотреть, в чем это была системная проблема, не системная, что, Мгм. кого, куда. Тогда это вот, ну, как бы, мне кажется, что страх ошибок уходит. Опять же, с каждым человеком по-разному, понимаешь? Мгм. Вот представь ситуацию, давай так.
Представь, у тебя работал опытный сотрудник. Он все делал нормально. А потом он что-то раз накосячил, два накосячил, три Мгм. накосячил, четыре накосячил. Тут явно же что-то не то. Да, 100%. А процессы типа не поменялись. Ну, Мгм. то есть, и ты такой как бы начинаешь думать, а что не то? И вот тут Мгм. можно опять говорить, ну, там где результат, там можно говорить, давайте будем разбираться. А по факту там понятно же, что у человека что-то поменялось. В Возможно, он жизни там, не причем, знаю, в личном. он в личном, а может, он уже на удаленке еще работает на кого-то. Да, но У это меня же, вот он же не почему-то, не потому, что ему захотелось, а значит, что-то поменялось, значит, финансовая нагрузка выросла. Там, я не финансовая знаю. нагрузка. Да почему? Ага. Просто, может быть, оффер хороший пришел и все. Понимаешь? Но, Вообще не но, надо. Я вот, ты знаешь, чем больше занимаюсь бизнесом, тем больше понимаешь, что не надо искать каких-то тайных, скрытых смыслов да. в работе с Все людьми. очевидно. Все Мгм. плюс-минус где-то на поверхности лежит. Мгм. Понимаешь, да? Вот. И вот, когда ты начинаешь сложные какие-то конструкции строить, так оно типа не работает. Вот. Мгм. Вот человеку надо ипотеку платить, это одно. Мгм. Человек хочет там, не знаю, что-то еще, это другое. Вот и все. То есть, и где-то действительно может быть, а где-то человек халявит. И такое Мгм. тоже может быть. Ведь Мгм. мы все время думаем, что руководители, что вот все люди должны быть как бы мотивированными, как бы классными. А мне тут один чувак сказал, типа, а ты наоборот исходи из того, что людям в целом нахуй ничего не надо. Да. В среднем. Каждый бы из нас, если бы ему навалили денег, ни хера бы не занимался. Ну да, да, то есть в целом Преимущество. ничего как бы не надо. Почему ты Да. думаешь, что все такие же вдумчивые, как ты, да, там условно, еще что-то Мгм. такое? Я такой, знаешь, а как же, типа, я, типа, раньше всегда думал о людях хорошо. Он говорит, а ты продолжай думать хорошо, и если твои как бы мысли подтвердятся, ты будешь приятно удивлен. Мгм. А если не подтвердятся, ну ты, значит, и не удивишься. Ну, значит, там, типа, как бы так и есть, понимаешь? Вот, поэтому такое, как бы, все-таки давай будем честны. Бизнес – это история про то, что люди работают где-то им нравится работать на разных этапах. Кто-то социализируется, молодежь, там молодые ребята учатся, кто-то просто работает, кто-то на себя ответственность готов брать, кто-то на себя больше Мгм. ответственность брать не готов. Такие люди тоже нужны. Мгм. Кто-то работает за деньги, кто-то еще что-то, и это как бы нормально. И это все-таки не дом, не семья, не какой-то там этот, не знаю, не что-то еще. Вот знаешь, мне кажется, что вот э, очень все сильно испорчено всякими книжками, всякими курсами, всякими тедами, где всякие вдохновленные дядьки говорят про всякую Да, хуйню из компании, где там у людей да. опцион. Вот, Вот они такие, ой, у нас да, там люди, вот NVIDIA там, типа, мы там работаем, не покладая рук, у нас да, там есть глобальная большая мечта, это все круто, но обычно эта глобальная большая мечта еще подтверждена кучей всяких опционов, да. какими-то зарплатами, еще пятым, десятым, Ага. понимаешь, да? Вот. И об И этом, санкциями, конечно же, это все подкреплено, потому что, ну, не э, может же быть без опциона. ну, естественно, да, ты если ушел Мгм. раньше, у тебя, типа, ты слетел ну, там, Да, с вистинга, еще что-то. да. Вот, с листинга, да. Вот. То есть и такие вот вещи, про это не надо забывать, как бы. То есть не надо в ловушку вот Мгм. этих иллюзий попадать. Когда там, знаешь, в книжке про Netflix написано, ой, там вот мы там, короче, супер-мега культура, это все классно. Мгм. Но у всех есть базовые какие-то вещи, у всех Мгм. есть бизнес-модель. Ты, например, не можешь нанять там человека, который себе позволит Google нанять, да, не потому Мгм. что ты плохой, а просто у тебя на него там, типа денег. Да. Поэтому роль руководителя, она вот в удержании этой позиции. То Мгм. есть, по сути, фаундер, он должен бизнес свой развивать и удерживать в условиях жестких ограничений, финансовых, Мгм. бизнес-моделей ограничений, рынка, еще что-то, да, и это в первую очередь ставить во главу угла. А там дальше, если люди готовы в это играть вместе с тобой, принимать эти условия, Мгм. все нормально. Если они не готовы в это играть и принимать, то, знаешь, самое худшее, что может быть, это вот как ты знаешь, там пытаться под них подстроиться так Мгм. сильно, в итоге ты гробишь свой бизнес, да. Вот. Но зато, с Ум- другой стороны, чем четче ты формулируешь ценности своего бизнеса и реалии того, чем ты занимаешься, тем больше вероятность, что ты найдешь подходящего человека. Умерли в нас с тобой романтики вот эти вот, да? Нету в нас ничего уже такого высшего. Да почему? Ну Все. почему есть? Ну вот ребята, у нас был созвон, и ребята спрашивали, кто бы чем занимался, если бы у него было достаточно денег, чтобы не работать. Вот спроси своих сотрудников, кто бы чем занимался.
И мне там кто-то говорил, я бы путешествовал, мне там кто-то говорил, я бы там что-то что-то еще делал, то есть какие-то благие такие вещи. А я такой думал, а что бы я бы делал? А я бы, наверное, занимался плюс-минус тем же самым, только делал бы, знаешь, какие-нибудь проекты, которые вот прям от которых мне прям в кайф. Не Мгм. знаю, там, не знаю, связанные с культурой, связанные с Мгм. творческими, там еще с чем-то, с какими-то там технологичными, еще с чем-то с таким, да. Мгм. Вот то, чем я сейчас и так занимаюсь, проекты, да, там вот там Мгм. промдизайном занимаюсь, там, да, например, или делаю какие-то культурные проекты про территории, ну, ты там, может быть, что-то слышал, вот, я это и так типа делаю, вот, а так бы я бы просто больше бы этого делал, то есть я все равно Мгм. от этого кайфую, тем, чем я занимаюсь. И это у нас с тобой в этом смысле, я не знаю, как ты, но я в этом смысле все равно романтик определенный. Да? То есть я реально балдею от того, чем я занимаюсь. У меня тоже. Знаешь, это откровение я какое словил тут совсем недавно. Я тут пересматривал нашу маркетинговую стратегию в целом в агентстве. Вот, и понял такую штуку, что мы, допустим, мы не хотим и нам не нужно тратить денег, допустим, на SEO-продвижение. Почему? Мгм. Не потому, что оно там какое-то неэффективное, там, и вот это вот все. Я просто посмотрел клиентов, какие пришли к нам из этого канала, и я понял, что я таких больше не хочу. Не потому, Мгм. что они там, у них мало денег, там, что-то неважно, а потому что пришли те проекты, которые, ну, в которых нет души, там, вот завод какой-нибудь, знаешь, вот такое вот, там, металлопрокат, ну, вот, ну, Мгм. такое. Да. Вот. А я понял, что я просто, ну, как бы они ок, ко всем клиентам надо абсолютно одинаково относиться, просто они не наши. Вот, им Так, нужно ребята, как кто какой-то... слушает нас из металлопроката, к Андрею не ходите. У Не вас нет души. не то, что нет души, у нас там негде разгуляться. То есть, ну, тупо какую-то утилитарную там задачу Но решаем и это, все. наверное, просто вопрос не Вот. какую вы задачу для них решаете. Потому что я вот, например, много лет работал там с Русалом, это же супер Ага. алюминий, там все дела, там Да, промышленник. да, Но мы там да, снимали для них там фильмы, ролики делали, и там, да, знаешь, там да, куча творчества, куча классных всяких да, вещей. безусловно. Вот там есть у нас безопасники, для которых мы кайфуем там делать проекты, потому что они очень прикольные, как бы, ну, какие-то выдающиеся. Вот. Мгм. И вот про романтику я вот понял следующую историю, что да, у меня вот этот канал продаж, он развивается, Мгм. он там хороший, он конвертит классно, там и с точки зрения денег и цифр, там все прикольно. Но я просто не хочу. Вот, ну, Мгм. не то, не мое. Какой ты, а, Я, смотри. я готов вот от такого чуть-чуть отказаться, как будто бы, может быть, я где-то проиграл. Но я хочу развивать другие направления, то, где Но это мне у тебя кайфово потому, что ты работать. сильно задействован там, правильно? То есть, если бы у тебя, представь, Не, если бы у вообще тебя в нет. компании был бы человек, который бы тащил бы эту историю, а ты бы только бабки получал. Я ничего не делаю. Я занимаюсь вот маркетингом, продажами, Со мной пиар. только созваниваешься и все, с Вот, такими, как да, я. Да, 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 да. да, да, да. Вот, поэтому дело даже не в этом. Мне очень нравится, когда ты пришел какой-то клевый клиент, клевый проект, все, ты там довел его до сделки, отдал команде, а потом встречаешься с ним через месяц, через два, через три, когда тебе приносят кейс. И я такой смотрю, Мгм, о, это что мы сделали? мгм. Прикольно как, мне так нравится. Вот, но я не производственник, у меня партнер за это отвечает, вот, и арт-директор. Вот, и мне вот это То есть нравится, они, что короче, ты, геморрой весь получают. да, ну, короче, меня так драйвит, когда ты просто привел, как бы, это просто договоры, какие-то там цифры на счете, Мгм. а на выходе какая-то крутая хренотень. Ты такой, вау, прикольно вообще. Вот это вот мне нравится. Вот, и я Понятно. такого хочу. Я как будто бы вот тут сам от этой, отказался вот этого прагматизма в сторону романтики, Мгм. хотя там тоже деньги есть. Вот. Мне кажется, баланс должен быть, ты знаешь? Мне кажется, должен Мгм. быть баланс, потому что, к сожалению, мир так устроен, что прагматизм приносит более стабильный кэшфлоу, чем романтика, Да, да, то есть ты вот, это правда. наверное, прикололся же всегда, там, компания готова на создание баннеров или каких-то продающих лендосов, ну, условно, каждый месяц выделять фиксированную сумму, а что-то, чтобы Мгм. клевое сделать, там, короче, бюджет Да. зажмут. Вот, и тут надо это тоже понимать. Мне кажется, что это для себя надо объяснять все-таки как, что вот есть у тебя часть, которая тебе дает какую-то стабильность, да, и ты можешь на этом как бы дальше что-то Мгм. еще делать. Мгм. Развивать уже более творческие такие Да, проекты. Ну, ну, возможно. Да, да, да. более творческие Да. проекты развивать или давать возможность меньше нервничать.
Мгм. себе или давать возможность меньше нервничать твоей прекрасной команде, которая, типа, ты Мгм. знаешь, что у тебя не будет из-за этого кассовых разрывов, Мгм. понимаешь? То есть я Мгм. вот в этом смысле также вот думал, как ты, наверное, там какое-то количество лет назад, из-за этого, кстати, потерял там какое-то количество клиентов, а сейчас понимаю, что Мгм. типа зря. Надо Мгм. наращивать постепенно какие-то вещи. То есть другое дело, что Мгм. надо смотреть, получается у тебя это или нет, Мгм. а потом уже, Вот, может быть, да, а потом да. отходить. И то есть, ну, отходить надо от этого тогда, когда у тебя другой какой-то источник постоянных Мгм. денег есть, тогда Мгм. типа и менять. То есть, А я вот вчера как раз на эту тему поговорил. Я спросил у Ардира, говорю, слушай, а тебе вот, ну как вот такие проекты вообще? Ну, ты как к ним относишься? Он говорит, а чё, кайф. И команда получается их делать. И мне кайф. Я сижу такой, типа, а чё я тут лезу вообще? Ну, как бы, а чё? Вот. Потому да. что прикольные проекты, они и так будут, их и так достаточно много. Вот. А как бы такие проекты команде тоже заходят, классные. Вот. Причем Мгм. они там тоже находят всякие вызовы. Ну, типа, там, сделать, допустим, сайты для компании по перепродаже металлопроката, как у Apple, например. Они такой вызов себе поставили, такие, сейчас нахер. Мгм. Вот. Там на Liquid Glass все зафигачим. Давай. Вот. И как бы они там сидят, развлекаются, как бы им прикольно. Вот, от этого. Это знаешь, ты не играл в футбольные менеджеры никогда на компе? Не-не-не-не. Вот. Ну, я понял, Там, да, 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 да. там, Мгм. короче, прикол есть такой, там 3 сезона проходишь, вот, все выигрываешь, становится скучно, начинаешь сам себе ставить прикольные задачки. Допустим, выиграть Лигу Чемпионов только российским составом. Такой, выиграл. Потом, выиграть Лигу Чемпионов только игроками младше 21 года. Там, выиграл, короче. Потом дальше, ну, короче, усложняешься, всякие там челленджи делаешь. Да, Вот, и как будто тут тоже вот прикольно. Возможно, я не прав, и как будто бы по линии возможно. нашего разговора я тут переобулся, но я, короче, нахожусь вот Ну, сейчас на таком... как настоящий аккаунт, ты должен Да. уметь переобуваться на ходу. Я бы, знаешь, Да-да-да. еще вот четыре темы бы такие поднял, даже вот, которые хотелось бы обсудить. Про токсичность, опять же, если возвращаться, раз уж ты написал это в заголовке. Смотри, токсичность онбординга, токсичность развития человека в компании, Мгм, токсичность работы с человеком, когда ты хочешь от него больше, чем он может тебе дать, мгм, токсичность увольнения, расставания и токсичность, знаешь, в чем? Вот, токсичность вот в этой связке клиент что-то от тебя требует, а ты требуешь что-то мгм, от команды. Вот мгм, давай вот про эти вещи поговорим. мгм, Там, мне кажется, это интересно, ну, как бы, мгм, может быть, и слушателям, и нам. мгм. Вот. Что такое токсичность найма? Давай, вот, и онбординга, как ты считаешь? У меня есть там сейчас вот мысль определенная. Слушай, вообще давай вот это токсичность, когда к людям относятся как к говну, да? Вот, ну, как один из там проявлений токсичности. И вот у меня, знаешь, какой я инсайтик словил? Вообще такая забавная штуковина, что пожив не в России, там сначала в Тае, потом в Греции, я заметил, что когда там, когда люди друг друга не знают, они изначально друг к другу относятся очень уважительно. Ну, то есть Ну да, в да, Тае, да. в Тае, например, нельзя на незнакомого человека накричать. Ну, это вот Вот, вся южная да, культура, вот это потерять лицо, вот да. это все, да. Мгм. Да, про потерять лицо, особенно вот типа незнакомые и все такое. Там в Да. Греции та же самая фигня. Даже если там какой-то конфликт, они как-то делают это улыбаючись там. Ну вот так, приятельски, дружелюбно. У нас Убивают друг наоборот. друга, но там с улыбками. Ну да, вот. Бьют, но такие, типа прям, ну, приятельски так. Вот. Э, Короче, я к чему? У нас немножко наоборот, у нас менталитет немножко другой. Мы изначально Ага, там незнакомого человека считаем вражиной конченным, он там вообще да. не заслуживает никакого уважения абсолютно. Но стоит вам хоть разок что-нибудь там случайно перетереть в лифте, поздороваться или в И все пятерке на типа, да. кассе, все, вы вообще кореша. Просто вот Мгм. готовы А завтра и может там быть ехать в зря. баню. Вот, совершенно точно зря. Но вот такой вот менталитет. И я к чему? Я вот смотрю иногда там попадаются мне там какие-то рилзы или там YouTube, там какие-то эксперты по HR там рассказывают что-нибудь, и они реально же перегибают. Вот, то есть к А ним что они приходят говорят? А что они говорят? тупые вопросы всякие задают, мучают людей всяко. Типа. Ну сейчас, блин, ну давай сейчас прикинем, типа. Кем вы будете через 5 Вот, лет? нет, лезут в личную жизнь.
Типа, почему у вас нет личная жизнь. детей? В смысле, иди нахуй, тебе какое дело вообще? Вот. Ты чё вообще спрашиваешь Интересно. какую-то херню? Ладно, я Мгм. там могу еще понять, там, когда такое спросят девушку. Ну, типа, здесь есть просто вот эта вот меркантильная история, что сейчас ты ее наймешь, она там уйдет в декрет, и тебе придется снова закрывать эту А вакансию. знаешь кейс, Тут извини, что я еще перебил, могу знаешь, понять. знаешь Ага. кейс в американской армии? У них М. сделали типа был процент квоты на женщин. Это я Ага. не хейчу женщин, я просто как бы тебе говорю, что жизнь есть жизнь. Да. И они нанимали женщин, и женщины приходили на службу, рожали в первый год и получали кучу социальных льгот, ну, потому что ты типа на декрете, но на Да. армейском декрете. И как бы Мгм. ок. То есть это Да. нормально для женщины, типа там родить и получать за это бонусы. Ну, это Да. она о себе заботится. Вот. Да. Понятно, что с твоей точки зрения, как руководителя, ты такой думаешь, блин, что это такое, да? Ну, как бы Да. это риски, чувак, это риски Да. твои. Не, ну как бы рожайте, пожалуйста, никто не запрещает, наоборот, супер. Но можно я и свои задачи тоже тут как бы решу, да? Они как бы мне не Мгм. менее нужны, чем там общее наше общество какого-то. Вот. То есть, ну вот такие вот штуки, когда лезут прям в личную жизнь, меня очень сильно раздражает. Вообще, типа, особенно спрашивают, но я понимаю, там, хобби, когда спросят, чем вы вообще любите заниматься, ну, какой вы там Мгм. человек, да, это норм. Вот. А когда я вот один раз видел, чувак сказал, я люблю на шоссейном велике кататься. А ему HR говорит, блин, да вот, это же можно убиться. Тебя что вообще спросили? Чувак любит этим заниматься. Ну, камон. Или вот Интересные там, такие-то кейсы да. рассказываешь, да. Мгм. Да, то есть вот зачем вы лезете туда, как бы куда не надо? Я бы после такого бы развернулся и ушел. Мгм. Я не зумер, я миллениал, я стерплю до хера всего. Но есть тоже определенные границы, куда как бы заглядывать даже для меня не стоит. Ой, слушай, это мы как бы как будто в какую-то редфлаговую историю Мгм. пошли. А я про другое хотел, знаешь, у меня другая, короче, немножко точка зрения. То Мгм. есть с тем, чем ты говоришь, я в целом согласен. Но мне кажется, что это зависит очень сильно от того, кого ты нанимаешь. То есть иногда люди специально задают стрессовый вопрос, чтобы посмотреть, Мгм. как человек будет на них реагировать. Понимаешь? Мгм. Чтобы понять, он типа психологически с нами или не с Мгм. нами. Вот. Тут сложно, короче, сложная история. Вот мне вот кажется про токсичность, знаешь, токсичность найма в чем? В том, когда ты нанимаешь человека, заранее понимая, что его ответственность вообще будет в другом. Ну, то есть ты как Да, бы для себя сам четко не сформулировал, чем он должен заниматься, да, а ему что-то рассказываешь, объясняешь, а оно все вообще не так. да, Вот это вот, мне кажется, шляпа. Да, то есть человек приходит с какими-то ожиданиями, а ты такое его грузишь чем-то другим. Или ты ему что-то не договариваешь да. там. Ну, то есть понятно, что там все чуть-чуть приукрашивают, это нормально, типа, знаешь, это как свадьба такая, ну, типа дейдинг такой. Все друг Ага, другу присматриваются на собесе, типа, да. чувак, там, перья у него красивые, там, или там нет, ну, условно. Вот, но вот какие-то конкретные такие вещи, то есть, когда вот ты, ну, как бы руководитель не может четко понять сам, зачем человеку ему нужен, что он хочет от него, да, что не хочет, вот это вот, мне кажется, токсичность. Да. И она потом Мгм. выливается как раз в какие-то конфликтные ситуации в начале. Либо ты человека, наоборот, либо ты не понимаешь его реальный уровень скиллов, начинаешь его грузить чем-то там, да, жестко, Да, а он, например, явно этого не тянет. Вот да. это вот, ну, как бы херня полная. Да. А еще знаешь, какой это увидел тут недавно прям живой пример? Это когда человеку отдали регламенты, бизнес-процессы, офер вместе с оффером. То есть он имел возможность там их все посмотреть, он с ними там согласился, пришел в компанию, и тут руководитель давай сыпать новыми регламентами. Как будто бы вот руководителю поставили задачу разработать за месяц, там, я не знаю, в месяц сделать по 10 новых регламентов на каждую херню. Вот этот сраный микроменеджмент. И этот Мгм. человек сидит такой и такой, так, А я какой уровень у принимал. человека был? Он был джун, сеньор? Ну, кто он был? Это вообще не наша сфера. Это был Мгм. человек, который занимает конкретную позицию, отвечает за конкретную позицию. Мгм. Ну, объем работ. Вот. И он такой сидит, такой, типа, ой, а чё? Так, как бы,
а зачем вот это регулировать? Я понимаю, как это делать. А зачем вот это регулировать? А зачем вот это? А зачем вот это? Короче, и в итоге проходит там полгода, он сидит, у него Мгм. 15 разных регламентов на руках, там половина друг другу Да, да, противоречат. да. Вот, Да. и вот это токсик, мне кажется. Это Прямо, токсик, конечно, конечно, это токсик. Все-таки руководитель это человек, который должен какую-то цель видеть и к угу, какой-то цели двигаться. Другое угу, дело, что иногда бывает, я там иногда нанимали там людей, и я говорил честно, слушай, вот мы сейчас выстраиваем процесс, и ты в начале этого пути. Мы вместе будем угу, выстраивать процесс. угу, Мы что-то вот еще вот до конца его угу, не понимаем. угу, Да, то есть, но я об этом как бы говорил сразу. угу, Вот. А вот то, о чем ты говоришь, да, это вот скачки такие, бух-бух-бух, угу. что-то наменять. Вот, но А, это грустно, да. А еще прикольная штука, знаешь, вот мы тут все про там линейный персонал или там C-level, да, говорим, вот, а есть же еще там топ-менеджмент или там средний уровень. Вот для них, короче, самый токсик, это вообще прям red flag, так вообще никогда нельзя делать. Это когда их руководитель через них начинает с их подчиненными разговаривать, задачи ставить. Вот это прямо вообще то, что делать вообще никогда нельзя. Ну да, это грустно, но бывает, слушай, по-разному. Стараться, чтобы такого не было, бывает по-разному. В разных Мгм. компаниях, в разных ситуациях. Где-то это хуже, где-то лучше. Ну, конечно, так лучше не делать. Лучше все-таки выращивать как бы Да, выращивать. Но выращивание это долгая история. Вот да. терпение, вот это отсутствие терпения и такого готовности работать в долгую, да, это вот как раз Мгм. токсичная история, понимаешь? Когда там человек понимает, что нельзя что-то Мгм. мгновенно сделать, чтобы Мгм. прошло какое-то время. Мгм. Давай поговорим про токсик уже, когда человек уже находится долго на работе, Вот. типа уже что-то из себя представляет. Есть, значит, пример такой. Мой приятель недавно у себя в телеграм-канале писал такую историю. Они создают новый отдел с новым функционалом внутри компании из тех, кто в Мгм. ней уже давным-давно Да, работал. да, да. Мгм. Вот, значит, собрали они этих людей. Вот, естественно, в самом начале пути никто не понимает, кто за что отвечает, там они пытаются как-то все это расставить. И, значит, проходит месяц, и один из сотрудников этого отдела приходит и говорит, слушай, я, говорит, не понимаю, ну, приятелю моему говорит, а он начальник. И вот, говорит, слушай, я, говорит, не понимаю, вот ты ко мне приходишь, задачи ставишь, и вот тот ко мне приходит, тоже задачи ставит. Мгм. Типа, и причем вы оба требуете их, ну, там, выполнения в одни и Ну те да, же да. сроки. Непонятно, Да. кто Кто, главнее. кто круче, кто главнее. Вот. Мой приятель спрашивает очень простую вещь. Ты в отпуск у кого отпрашиваться будешь? Все, у человека сразу Мгм. понятно, типа, вот у того. Вот, значит, Мгм. тот типа босс. Вот. Мгм. И вот таких вот штук, их же достаточно много. И есть еще второй пример. Это когда босс скидывает задачу в команде и говорит, вот у нас такая проблема, ее надо решить, вот какие-то вот такие вот варианты у нас есть. Ну вы там Мгм. сделайте. Мгм. Через неделю спрошу. И все такие покивали, да, окей. Через неделю начинает спрашивать, а задача не сделана. Ну Элементарно, да. потому что нет конкретного ответственного чувака, Мгм. которого поставили ее делать. Вот. То есть вот это тоже токсичный руководитель, он спрашивает без... Есть такой рилс, знаешь, типа чуваку пишет, типа вот там Василий Петрович, я там типа что-то не могу сделать, но и Мгм. чувак такой отвечает, ну надо разберись и сделай, как бы. Да. Ну что-то такое, да, я не помню там точно. Мгм. Слушай, да, я еще дополню, мне кажется, есть вот два момента, которые надо тоже хорошо понимать. Первое, у каждого человека есть примерно свой предел, на что он готов развиваться внутри одной компании. Мгм. То есть предел, до которого он готов развиваться внутри компании. Не все хотят бесконечно расти. Мгм. То есть и надо, чтобы руководитель этот предел чувствовал. Потому что бывают такие ситуации, что, например, человек рос, потом остановился и дальше не растет. Да? И если вот пытаться его тащить дальше, тянуть его, поддавливать на него, то может быть Мгм. это то он может вообще уйти. То есть это вот как раз вот Мгм. та самая вот это вот давление, излишняя токсичность. То есть Мгм. надо все-таки и при этом сам человек может даже до конца это не осознавать и формулировать. Мгм. Но ты должен это чувствовать как руководитель, что вот этого Мгм. пока дергать не надо. То есть либо его надо Мгм. менять,
Либо хорошо, Мгм. что он свое дело делает, и дай бог Мгм. каждому, да. Есть просто Да, классные исполнители, да, да. и им Вот. А, комфортно. да. А вторая штука – это то, что, да, вот тоже уже про опытного человека. Бывает, что, да, человек либо там подвыгорел на этом месте, либо подустал. То есть есть вот эта история, что надо понимать, что, может быть, что-то надо поменять. То есть, не знаю, там горизонтальная какая-то история, да, там дать ему Мгм. возможность что-то другое делать. Ну, вот так вот. То есть самое тупое, что может быть в руководстве, когда человек руководитель для уже опытных ребят, это когда он просто пытается на них типа давить, чтобы они что-то делали лучше, чем делали до этого. Мгм. Понимаешь? Вот. Это как бы плохо. То есть Мгм. надо, ну, как бы разбираться, разговаривать, да, то есть что там, что у тебя случилось, почему ты не хочешь, что и как есть Слушай, возможности. а вот ты сам как построил работу? Ты Я вот ужасный ждешь, когда... руководитель. Это мы уже поняли. Э, Ты ждешь, когда что-нибудь случится, или почувствуешь и идешь разговаривать? Или ты, Блин, допустим, устраиваешь регулярные какие-то вот такие рефлексии там с сотрудниками? я что-то вот И- какое-то время я думал про эти one-to-one, и потом что-то понял, что мне кажется, что это плохая вообще история, потому что Ага, объективно one-to-one, они ничего не выявляют. Каждый раз человек просто думает, что сейчас этот пидор от меня хочет. ага. Вот, что я там должен ему рассказывать. Все-таки мне кажется, что надо как-то, надо чувствовать все, что происходит, и если у человека опытного вот что-то случается, значит какая-то шляпа. То есть вот у нас там разных событий были. У нас же еще удаленка, то есть Да. человек там одновременно работал в несколько компаний, например, такое было, да, вот. И условно я там это не до конца поймал, ну, потому что до этого человек был в адеквате, а потом, как я сейчас думаю, он там типа работал, из этого подслил некоторые вещи. То есть это вопрос как раз того, чтобы формально смотреть на вещи. Мгм, Надо формально смотреть на вещи. Если какие-то показатели или какие-то штуки не выполняются, значит, что-то идет не так. Там уже как бы мгм, не давать скидку на то, что человек опытный или неопытный. Понимаешь? мгм, Вот. Но я не очень верю в one-to-one. Никто на one-to-one, по большому счету, тебе ничего такого не скажет. Нормально. мгм, мгм, Вот. Ну и, ну, по-разному, короче. Кто-то скажет, ну, я там вот что-то там, тра-та-та, вот меня вот это волнует. Вот, меня там вот это волнует. Вопрос опять в том, как эти one-to-one построены, насколько они формальны. Видишь, в чем дело? Люди, они же ждут вначале, они же ждут, что вот они с тобой поговорят и что-то изменится. А оно может не поменяться так быстро. Или там еще что-то там, да, произойдет. или Или ты не вообще видишь смысла это менять? или ты, ну да, там Да. много всего может быть. И человек так вот пару раз что-то сказал, но не поменялось, и в итоге как бы типа все. Ага. Вот. А, Слушай, ну Поэтому а не окей, знаю, я как-то скептично к этому достаточно отношусь вот в последнее время. Хотя раньше я прям постоянно этим мгм. занимался, делал это. Ну, может быть, снова вернусь к этому. Не знаю. Слушай, Как-то я в процессе переосмысления этой всей а если, истории. допустим, рост, ну, допустим, вот там есть у тебя там сотрудник, который я хочу расти, и ты его немножко Ну вот. менторишь в этой истории. Вот Мгм. дизайнеров там, я точно знаю, что ты растишь некоторых дизайнеров там по уровням, вот, Мгм. внутри. Вот с ними же без такого менторинга, хотя бы двухнедельного созвона, это же сложно делать. Вот, то есть и людям без обратной связи тоже очень тяжело. Да, да, но я стараюсь сейчас делать групповые истории. То есть созваниваться Ага, командой, обсуждать какие-то вещи, типа в ага, целом про отдел говорить, про синергию. ага. Ну, типа вот, что смотрите, у нас вот тут вот типа есть провисы, давайте типа Мгм, там все мы обмениваемся. То мгм, есть мне кажется, что тут важно как раз стараться это вовлекать. Или с менеджерами созваниваемся там на планерке, и все вместе, ну то есть я разбираю, все слушают, да, каких-то. мгм, То есть мне очень кажется, что очень важно вот это делать так, чтобы, во-первых, не ругать никого вот так вот прям мгм, при всех, а вот именно разбирать проблемы. То есть вот мгм, стараться все-таки коллективный разум усиливать. мгм, А, Понимаешь, а one-to-one, они как бы все мгм, это очень сильно склеивают. И на мгм, удаленке, вот, кстати, да, вот на оффлайне one-to-one нормальная история. Что вот, мгм, а вот на удаленке, мне кажется, важнее как раз такие коллективные мгм, форматы, мгм. когда что-то вы раскладываете, разбираете. Такой Э, коллективный нытинг.
коллективный нытинг, да, какие-то такие штуки. Я вот их стараюсь сейчас пробовать как-то развивать больше. Мгм, мгм. Прикольно. Вот. И это, Чем кстати, меньше времени тратится, наверное, меньше времени тратится, и как и бы на люди самом могут помочь деле друг другу прямо в люди процессе. могут помочь, да, люди как раз видят, что их советы, к их советам руководитель прислушивается, да, например, Да. человек что-то говорит, ты подхватываешь, да, это классная идея, там, пятое, Мгм, десятое. Вот, то мгм, есть в целом это вот, мне кажется, такая достаточно, я бы хотел больше таких вещей делать, честно, мгм, чтобы люди чувствовали как раз эту вовлеченность. Мне кажется, мгм, ван-ту-ваны на удаленке, они только гасят всю эту историю. мгм, Ты и так мгм. сам с собой сидишь, и тут еще что-то с тобой там поговорили, как бы там, да, такое. Слушай, а у тебя люди не просятся оффлайн? Нет, к сожалению. К сожалению, у нас остались только лютые интроверты, которым прям максимально хорошо в онлайне, и они типа там кайфуют. Ага. Давай еще про расставание тоже поговорим, про вот эту Давай, историю. да. Это очень же важная история вообще. И про расставание поговорим. И вот еще я Да. хотел вот эту тему поднять про то, что про всякие обманы и злодейства, которые Мгм. бывают тоже. А то все считают злодеями только руководителей, а это не только так. Да. Слушай, ну расставание вообще, мне кажется, здесь очевидная штука. Даже если вы расстаетесь, вы должны расстаться в максимально возможных хороших отношениях. Потому что, ну, простая поговорка «земля круглая», вот, и Мгм. никакие отношения, они не проходят бесследно. А ты всегда Вот. так думал, или это ты сейчас так думаешь? Нет, не всегда. Давай, когда ты Я... первое м, увольнение вспоминай, если увольнял людей. Первое увольнение, слушай, у меня не так уж и много увольнений на самом деле. Вот, это всегда роль доставалась моему партнеру тогда, Саше Глухову. Вот, Мгм. сейчас Паша. Вот, не знаю, почему так случилось, но, видимо, потому что всегда какие-то зоны ответственности, они были вот такие. Вот, Мгм. короче, я прямо помню вот первое свое увольнение. Это была история такая, мы наняли девочку аккаунт-менеджером, и я уехал в отпуск. Вот, и команда с ней, короче, там сама рулилась месяц. Вот, я приезжаю, мне говорят: Андрей, ты чё, ты кого нанял вообще? Я такой, причем, как бы мне это сказала два человека. Ну, я же должен проверить эту историю, да, я не могу верить прям на слово вот так сразу, вдруг там что-то случилось. Мгм. Вот, я проверил, действительно, ну, кого я нанял. Ну вот, действительно, выяснилось так. Вот, Негодяй. негодяй, да. Вот. Я пришел, просто сказал: слушай, говорю, ну, у нас не получилось, вот, по таким-то, таким-то причинам. Давай расставаться, так будет лучше для всех, ты пойдешь дальше. Мгм. Вот. Ты И все. расстраивался как-то, вот, ну, У меня чувствовал, было, чувствовал, чувствовал стресс? у меня было больше не расстройство, знаешь, а такое чувство вины перед остальной командой. Что Вот я вот так вот. такого человека отдал, да, туда, и в отпуск съебался. Вот у меня было такое чувство. Какой ты Вот. бессердечный, оказывается. А еще было, знаешь, чувство несколько раз, когда расставались после очень неприятных событий, и прям Мгм. очень много хотелось неприятного человеку сказать. Ну, то есть всю правду. Я не любитель держать там все в себе, мне обязательно надо высказать это все, но я себя сдержал. Вот два раза такое было, я себя сдержал, не знаю с помощью каких усилий, вот, но я себя сдержал, эмоции наружу не выплеснул, просто холодно уволил, вот, и все. И на этом как бы дело закончилось. Вот, поэтому никаких скандалов у меня такого ничего не было. Вот, я стараюсь Мгм. все-таки расставаться спокойно. Вот с одним, значит, сотрудником было такое, что уволил на эмоциях, но потом, когда человек получал расчет, вот я сказал: извини, это были эмоции, у тебя есть вот такие классные, сильные стороны, ты, мне кажется, очень круто там будешь развиваться вот в этой области. Мы обнялись на этой ноте. Человек тоже извинился, сказал: ну, блин, я тоже как бы накосячил, и все. Но 2 недели прошло, чтобы мы Мне кажется, остыли. ты, Андрюха, такой милый просто. Ты такой милый, что вот как вот на тебя можно злиться вообще? Самый милый человек во вселенной. Вот, не знаю, вот у меня такое ощущение, что ты прям ну, вот очень милый чувак. В Слушай, но хорошем смысле этого слова. я же не доллар, чтобы всем нравиться. Я понимаю, что у Да, меня да, есть не, люди, я не которые говорю, меня что нравится. терпеть не Просто, могут. просто у тебя типаж такой может быть. Вот. Может. Я вот злодей. Я Мгм. злодей. Э,
Ну, и сейчас я меньше злодей, но прям раньше был злодей. То есть я там, как бы, во-первых, увольнение это долгое время, там, ну, какое-то время в начале карьеры моим руководителем для меня это был реально стресс. Мгм. Увольнять человека я переживал сильно, как я так его увольняю, вот я там его оставлю без работы. Потом, конечно, все Мгм. это ушло, потому что люди там, знаешь, увольняются или увольняешь их, и через неделю они там уже работают на новом Мгм. месте, да, условно. Да, да. Вот. Это вообще не проблема, как бы. Это первая история. Вторая история про то, что я, конечно, в начале своей карьеры, опять же, мог совершенно легко на каких-то эмоциях с человеком расстаться, что, чувак, мы с тобой увольняем, расстаемся, потому что Мгм. ты там косячник, злодей, Мгм. пушишь, и вот это все. Мгм. Вот. И сейчас, конечно, такого нет. То есть я там всегда максимально спокоен, кроме каких-то диких случаев. Вот. Но в целом я тебе хочу сказать, что мне кажется, да, ты прав, там земля круглая, вот это все, но в то же время и всем понравится невозможно. И стараться тоже, там, знаешь, Мгм. себя там вот так вот. Мне вот, Мгм. мне даже, ну, мне вот кажется, что важнее другое, как команде, как ты про этого человека говоришь и что команде объясняешь про расставание, да, то есть потому что вот это вот вся вещь, потому что все равно вся Мгм. команда всегда любое увольнение воспринимает плохо. Ты прав, Кроме да, ситуации, да. когда, Мгм. знаешь, ты кто-то прям совсем какой-то плохой Мгм. человек, и он прям всем насрал, и все таки Мгм. дал, а слава богу, он ушел. Все равно все Мгм. вздрагивают, типа, мы Да, там уволили, значит, что-то дела плохо идут, или там да. завтра меня уволят. Вот эта вот история важная, да, то есть я там стараюсь всегда там топом что-то объяснять, то есть мы там всегда выравниваем позиции перед тем, как принять решение о расставании, да, с кем-то вот, с топами, с какими-то чуваками. Вот, там, с кем, ну, там, с людьми, там, не топовыми, а ну, там, просто с специалистами, я там обычно нейтрально говорю, стараюсь что-то там, не стараюсь там что-то подробно объяснять, потому что я понял, что бы ты ни говорил, все равно люди, нормальный человек нормально к этому отнесется, а кто Мгм. как бы подозрительный или там на тебя самого держит зуб, он все равно это воспримет ну, негативно. Да? Да. Вот. Слушай, ага. Ну, про Ну, увольнение, да, это, мне кажется, сложная всегда история. Вот, тут надо страховаться, конечно, я считаю. То есть страховаться с точки зрения, опять же, каких-то вещей, что если там ты расстаешься с человеком, как он может себя повести дальше, что у меня там были мгм. тоже очень разные случаи забавные, про которые, помнишь, я там рассказывал, не в эфире будет сказано. Но в целом, мне кажется, важно все-таки понимать, что это решение, которое ты принимаешь, за него ты несешь ответственность, поэтому что бы ты ни Да. сделал, это все равно твоя точка зрения, ее надо придерживаться. Слушай, у меня даже вот история была такая, это как сотрудник, я сейчас расскажу. Я когда вот в Бигтехе работал проектировщиком, Мгм. мы за 2 года у меня был тимлид на 2 проектах, на которых я работал. Он был тимлид и на том, и на другом. Мгм. Вот. И это был один из лучших вообще, наверное, руководителей в моей жизни по многим, по огромному количеству причин. Вот. Но если брать объективные, то мы оба продукта там один за год, второй за полтора вывели на рынок и кучу денег заработали компании. Вот. И он был очень, как человек классный и как профессионал крутой. То есть я у него научился там принимать решения, например. Это вообще было круто. Вот. И в один прекрасный момент его нет. Я прихожу, мне надо сдавать объем работ. Вот, я там задачку в жире, тогда жирой пользовались, ставил. Вот, а смотрю, а его нет в ответственных, я не могу ее воткнуть, короче. Вот, и, значит, прихожу на кухню кофе попить, я говорю, а где там условный Алексей, да, назовем его так. Мгм. Мне говорят, а все, его нет, Андрей, он с сегодняшнего дня в нашей компании не работает. Я такой, типа, что Ни такое хера вообще? себе. Ага. Да, херня какая-то. И что мне теперь делать? Вот, хотя Мгм. это был для меня, ну, прям, ну, авторитет очень большой. Мгм. Вот, Мгм. а там была такая штука, что там обеды в офис привозили в Мгм. этих плошечках, вот, в судочках. И И мы привезли собирались... его в Нет, мы... плошечках. Вот, мы сидели, короче, вся компания, вот там Смотришь, а обед. палец знакомый с татуировкой. Ну, ты точно злодей. Ну вот. И мы, значит, сидим, и я такой, типа,
а где Алексей? Вот. И босс, он, видимо, как-то очень резко отреагировал, то есть для него это какая-то болезненная история была. Он Мгм, такой, мгм, мгм. я там этого, мгм, мгм, и на все. Да, да, Вот, да. я такой сижу, такой, а босс компании, собственник, вот, один из Мгм. совладельцев, как бы. Вот, я такой сижу, думаю, нихера себе, а как это возможно вообще? Типа, как так? Типа, результаты у компании, там, типа, он круто командой Ого-го. управляет, все его Мгм. любят, а тут такой, как бы, резкий прям поворот. Вот, я расстраивался дня два-три, вот, прям расстраивался, потому что, Мгм. ну, ни замены не было, ничего, для меня парадигма мира сломалась, что не то, что ты, знаешь, там, я думал, если ты крутой, Да, да, да. приятный чувак и даешь результат, то тебе вообще там все двери открыты. Ни хера, у меня тут сломалось, что вот может быть и так. Вот. А потом я понял такую штуку, что вот у меня ответственность за мой маленький вот такой вот кусочек результата, вот такой. Мгм. У Мгм. тимлида он был вот такой, а Мгм. у собственника компании он вот такой. Вот, Мгм. он вообще за все отвечает. И, наверное, он прав. И не стоит как бы ковыряться в этом решении. Вот, потому что просто вот он вот так вот отвечает, он это решение принял, и он это явно принял не потому, что там, я не знаю, с утра встал не с той ноги там, или там с женой какие-то проблемы, а Ну, ты потому прям, что что-то случилось. ты прям такой мудрый чувак. Потому что ты же понимаешь, что 95% так не Да, рассуждают. ну, Все я вообще по-другому эмпатичный, я не рассуждают. мудрый, я эмпатичный всю жизнь. Эмпатичный. То Окей, есть окей. я всегда пытался понять других людей, почему они как бы делают так, как они делают. Мгм. Вот. У меня есть личные враги, вот это прикинь, нажил, ага, Ну, к понятно, тридцати да. семи годам. Но я понимаю их, у меня к ним нет вопросов. Я их абсолютно понимаю, не желаю им никогда зла, и я понимаю, почему они вот такие люди. Просто, ну, вот такие люди. Не У меня, все вот, могут быть. знаешь, вот про эмпатию, очень много эмпатии, как бы много понимания случилось, когда мы сами выросли настолько, что стали какие-то вещи заказывать кому-то как заказчик. Мгм. И я так прямо все косяки своей как компании, как руководителя увидел в других людях. Вот знаешь, типа, Ага. когда ты вот сам как заказчик выступаешь, то есть психология заказчика, и платишь кому-то за что-то деньги, Мгм. ты прям начинаешь вот это видеть, где там люди ленятся, недорабатывают или Мгм. хитрят, или злодействуют, с кем ты будешь работать, с кем не будешь. Я такой, так всегда такой, знаешь, на себя применяю, типа, а вот надо таким не быть, да, надо таким не быть, надо таким не быть чуваком. Вот, ну да, конечно, ты прав, что это вопрос опять в том, что если ты, помнишь, вы говорили про дружелюбие, что если ты Мгм. дружелюбный, но чувак требовательный, Мгм. то люди, скорее всего, подумают, что значит у него какая-то причина адекватная была. А Да, если ты орешь на людей там просто так, да. токсично себя ведешь, психуешь и что-то там не в адеквате решения принимаешь, Мгм. значит, они 100% любое твое решение будут интерпретировать Да, негативно. да. Ну, ты справедливый должен быть. У людей большой запрос на Ух, справедливость. это абсолютно точно, да. Но как вот быть справедливым со всеми, понимаешь? У всех Сложно. своя справедливость. Ты же знаешь, какая самая сложная работа в мире? У Какая? президента страны, у А, любой. так. Вот. Это самая сложная работа в мире, потому что твоя задача как бы угодить всем, что априори невозможно ни при каких Мгм. условиях вообще, абсолютно. Там, я не знаю, у тебя там Люксембург или у тебя, я не знаю, Китай, ты никогда не Мгм. угодишь всем. Вот ты в этом балансе должен жить. И также и в компании ведь та же самая фигня. У Слушай, не людей тоже знаю, справедливость. я как бы, мне кажется, что это, если руководствоваться такой историей, то можно только этим заниматься. То есть я думаю, Мгм. что все-таки справедливость, ну вот, это такая абстрактная штука, то есть тем более в бизнесе, где справедливости вообще не может быть по Мгм. априори. Ну, несправедливо ведь, например, что Мгм. компания, которая делает дерьмовый продукт, самая богатая на рынке, условно. Ну, Не- кажется. не- С точки зрения нет, ремесленника это справедливо. несправедливо. Или, например, а справедливо то, что компания, которая спиздила что-то, да, чужое, и стала, вот, ну, типа, а те, кто придумали, не стали. Это как бы, ну, с точки зрения вот морали обычного человека, это несправедливо. Поэтому мораль бизнеса, она же другая, Да. понимаешь? Она другая. Просто кто И успел, да, за кого проголосовали рублем. кому повезло, кто успел, Да, у кого кто лучше там какие-то выстраивает да, ходы, кто там да, более энергичный, кто да. и так далее, кто поймал момент. Там, ну, то есть много всего. И поэтому, мне кажется, вот этот запрос на справедливость все-таки надо разделять.
мы тут делаем бизнес, мы там типа что-то создаем, и справедливость, она в том, что Мгм. сейчас нам для компании нужно вот это. Мгм. Да, то есть при этом не надо там, есть какие-то ну, границы, которые мы не переходим, но глобально вот ходить и чтобы все себя чувствовали справедливо по отношению к ним, вообще это, просто ты пойми, вот реально я понял там какое-то время назад, никогда есть огромный барьер между наемным сотрудником и собственником. Он Мгм. никогда не преодолеется. Как бы Мгм. ты ни объяснял свои ходы, как бы не Мгм. был ты справедливым, как бы ты там что-то еще, вообще это не преодолеется, Мгм. понимаешь? Никогда ни при каких обстоятельствах. Мгм. Вот. Редкие люди могут как-то вот это вот осознать, принять, вот такие, как ты, Да. эмпатичные люди. Но большинство людей никогда это не поймет. И не надо им это ставить в вину, это вот просто база. Да. Поэтому надо все-таки видеть цели компании и к ним как бы фигачить в первую Мгм. очередь. И создавать условия, в которых людям тоже хотелось бы к этим целям идти. А Мгм. кто не хочет идти, но с теми Мгм. расставаться. Я не вижу просто никакого другого варианта А объективно. его нет. Меня очень сильно расслабило понимание такой штуки, прям расслабило. Я прям расслабился и начал жить как будто какой-то вообще другой жизнью. Мгм. Мы же предприниматели, просыпаемся с тревогой, засыпаемся с тревогой каждый день. Умру Вот, так бомжом, вот, да, вот это все. да, вот. А когда я эту вещь понял, немножечко тревоги стало меньше. Я понял, что незаменимых людей нет. Не Мгм. существует вообще, в принципе. Вот. И, точнее, не понял, мне это сказали гораздо более умные ребята, гораздо более успешнее. Вот. И я такой, да? Все, ладно. Вот. И у меня какой-то пласт тревоги, он сразу ушел. Я такой, все, окей. И слушай, сейчас, вот 15 лет я занимаюсь бизнесом, из которых бизнесом можно назвать 5. И не дай Остальное бог никому, ремесло. конечно. Не дай бог никому, да. Посмотрим еще, сколько еще лет пройдет. Хер его знает. Ага. Неизвестность вообще. Вот. И я понял, я каждый раз вот себя чекаю, там, знаешь, ну, в какой-то период времени, я понимаю, вот сейчас у меня лучшая команда в мире. Вот. Мгм. И не было такого еще ни разу, что, а вот тогда Было ребята, с лучше. которыми я работал, были круче. Ни хера. Вот сейчас. Это всегда сейчас, вот в моменте. Вот. Мгм. Не было у меня никогда рефлексии с точки зрения там команды сотрудников, когда, ну, Типа вот там были по-прошлому. классные ребята, а сейчас Да, какие-то гондоны. Мгм. да. Вообще никогда, ни разу не было. Вот. И это вот важная какая-то штука. Вот. Ребята тащат, да, каждый старается в силу того, какие у него скиллы, навыки есть, что ты ему даешь как Да. полномочия, какие возможности есть и так далее. Да, это, это все как бы так и есть. Вот. Ну что, тогда предлагаю на этой философской Глубоко мысли, философской ноте. да, Давай закончить. Вот. подытожим, да, типа токсичным руководителем быть плохо. Русская модель управления, где начальник прав, а ты дурак, это фиговая история, да. Вот. Надо все-таки ну, как бы людям доверять, стараться Да. людей вдохновлять, ну, вот, но как бы понимать зоны ответственности и понимать свою роль все-таки, ну, как бы, кто ты есть на Да. самом деле, и не играть в другие роли какие-то. Да, и бизнесовые отношения не мерить как бы Не человеческими. мерить Там много человеческими, да. человеческого, но Много все-таки человеческого, но стараться это разделять. да, это про бизнес все-таки, а не Да, про это. да. Все, давай, Всем спасибо, ребят, кто были. Саш, спасибо, да, что пришел. Не последний раз, точно с тобой еще выйдем в эфир на какую-нибудь прикольную, интересную да, тему. все, давай, жду запись прям с нетерпением. Рад, Спасибо. пока-пока. Пока-пока.